Всем привет! Сегодня на канале овсяное печенье к чаю, без сахара. Сахар я заменила изюмом и морковкой. Получилось очень вкусное диетическое печенье. И главное, полезное. Можно практически всем. В рецепте я использовала 2 куриных яйца. Яйца нужно взбить не очень сильно, всего лишь до легкой пены. Ко взбитым яйцам добавляю 3 столовые ложки любого растительного масла. У меня оливковое. Сюда же добавляю 100 грамм любого кисломолочного продукта. У меня простокваша. Добавляю измельченные овсяные хлопья. Здесь у меня примерно 250 грамм. Овсяные хлопья я заливаю на ночь водой, а утром процеживаю через сито. Жидкость после процеживания я использую либо для приготовления овсяного киселя, либо как овсяное молоко. Добавляю морковь, натертую на средней терке. Понадобилась всего 1 морковь. Добавляю 2 горсти изюма. Изюм я предварительно промыла и залила на 10 минут кипятком. Выкладываю просеянную муку и сразу же выкладываю 1 чайную ложку разрыхлителя. Обязательно его тоже просеиваю, чтобы не было комочков. Добавляю щепотку соли для дополнительного вкуса. Можно добавить какие-нибудь орешки. У меня остался пакетик кокосовой стружки 20 грамм. Вот как раз я его сюда и использую. Добавляю немного корицы для вкуса. Все добавки по желанию. Можете заменить их на свои любимые добавки. Продолжаю замес теста. Если вы видите, что тесто получается жидковатое, то добавьте еще муки. Всего муки на это тесто у меня ушло 400 грамм. У меня пшеничная мука первого сорта. Если у вас мука высшего сорта, то ее может уйти больше. Выкладываю тесто на рабочую поверхность, присыпанную мукой. Продолжу замес теста на рабочем столе. Когда тесто обваляю в муке, оно уже не будет липнуть к рукам, и замешивать его будет гораздо легче. Главное, сильно на тесто не давить, так лишь слегка прикасаясь ладонями.
Из одной части теста у меня получилось 12 шариков. Это заготовки печений. Выкладываю заготовки на противень, застеленный пергаментом. Буду сплющивать заготовки основанием стакана. Стакан периодически я припыляю мукой. Можно, конечно, заготовки сплющивать рукой, но мне кажется, что стаканом удобнее. Далее я буду наносить на заготовки узоры. Я это делаю не только для красоты, а еще и для того, чтобы тесто при выпечке не поднималось вверх. Узоры я наношу вот такой штучкой. Это называется удалитель сердцевины для кексов. Очень удобная. Конечно, понимаю, что не у всех есть такая штучка, поэтому просто можно на заготовках сделать надрезы обыкновенным ножом. Выпекать овсяные печенья буду в хорошо разогретой духовке до 180-200 градусов по Цельсию 15-20 минут. Ориентируйтесь на свою духовку.